Всех приветствую, дорогие друзья, подписчики и гости канала. В этом видео я хотел бы рассказать немного про фестиваль БА Берн 2025. Это крупнейшая весенняя ярмарка Швейцарии, которая проходит с 25 апреля по 4 мая 2025 года на выставочном комплексе Берн Экспо в Берне. БА – это масштабное мероприятие, объединяющее более 900 экспонентов и привлекающее около 300 тысяч посетителей ежегодно. На выставке представлены разнообразные тематики зон: дом и сад, новинки в области обустройства жилья и садоводства, кулинария, дегустации, кулинарные шоу и винные презентации, здоровье и благополучие, зона Be Happy с акцентом на осознанность и личный рост, развлечения, аттракционы, интерактивная зона Be Spielt с классическими современными играми. Животные. Более 600 животных, включая зоопарк с возможностью погладить животных и парады. Спорт и туризм. Презентация и активности для любителей активного отдыха. Итак, если простыми словами, пошли мы туда просто развлечься, походить, погулять, так как это большая ярмарка и там реально можно заблудиться. Перед тем, как туда было зайти, нужно было посмотреть на карту. Ярмарка поделена по зонам, в каждой зоне есть свое направление. Мы, конечно же, не смотрели на эту карту, о чем потом, конечно, пожалели. Для остальных, конечно, я рекомендую ознакомиться с этими зонами, определиться, куда вам интересно пойти. Попробуешь? А что ты? Schon? Schon. Очень вкусно. Ой, с перцем такая пекучая. А ты мне не взял? Не, тебе не взял. Ну ты ушла. Ой, вкусная. Одна с чесноком очень вкусная была. И с острым перцем. Но острый перец это очень сильно она пекучая такая. Нам нравятся такие фигурки. Кто это? Лепрекон? Или гном? Не, ну не гном. Нравятся такие фигурки. Решили себе такую взять на память. Стоит 17 франков. Ну, такое красивое. Тут прям их коллекция. Есть чего выбрать. От 10 франков и до 30, может дороже есть. Билет? Надо билет? Nein. Сейчас отдадут. Ja, nein. Dankeschön. Итак, что же было интересного на этой ярмарке? Ну, во-первых, это лунопарк. Множество качелей от маленького возраста до взрослых. Классные карусели, колесо обозрения, башня свободного падения. Ну и так далее. Я всех названий их не знаю, но их много.
Дети были в восторге, орали на весь Берн. Билеты на аттракционы не входят в стоимость входного билета. Стоимость входного билета стоит 18 франков для взрослого и детям до 6 лет в сопровождении родителей бесплатно. На фестивале были представители из разных областей, допустим, как это. Швейцарская армия демонстрировала свой транспорт, который используют в своей службе. В основном это были новинки, такие как эвакуационные машины, бронемашины, вспомогательные машины, которые перевозили разную строительную технику. Еще там были представители полиции, которые рассказывали о своей службе детям. Дети могли посидеть в полицейской машине и почувствовать себя в роли полицейского. Еще они угощали шоколадками разными и пакетиками со сладкими мишками. Нам также перепало, и мы тоже получили свой маленький сувенир на память и пару шоколадок. А ну сейчас проверим. Приклеили. Помимо государственных организаций, на ярмарке были представлены также множество разных коммерческих фирм. Они выставляли свои различные товары. Они проводили небольшие ивенты, технические обзоры, маленькие дегустации. В общем, было интересно. Также человек мог подойти и выиграть небольшой приз, покрутив небольшую рулетку. Давай. Ты довольна выигрышем? Да, вкусно пахнет. Ну, хоть тебе подфартило, да? Пойдем? Так, здесь у нас выставка еды. Разные продукции будут выставлять. Сейчас мы будем дегустировать. О, сыры, вино, налив. А, это ликеры даже. Ликеры. О, алло. Shots? English? Yeah. Okay, sorry. I talked to you in German. You want to try cheese? Yes, of course. You like cheese? Of course. Perfect. So, give you this and I give you this. Oh. I will tell you what I have and you take what you want. And for the little one, I have the pizza cheese. It tastes like pizza. Пицца, сыр пицца. Dabei, your eyes are so beautiful. I love your eyes. Where do you come from? Ukraine. Ukraine. Okay, I'm from Serbia. We Serbia? are brothers. Yeah, of course. So, I have here on this side, in the middle you have chili cheese. It's a little bit spicy. Then you have pesto basilico. This in the middle is Italian, what she has, just with herbs. It tastes a little bit like pizza. The red one is our love cheese. Inside you have a red beet, tomato, paprika, and garlic. Okay? Not spicy. No, not spicy. Just this one. This is spicy. Others is not spicy. Here you have black curd. From the Black Sea there are salt sticks inside. The first one is 2 years old. The second one is 3 years Three. old. And this one is from the mountains, our mountain cheese. Yeah? It's 2 years old also. This is really strong. Yeah, we try. Taste whatever you Да, want. данke. This is spicy. Yeah? This is tartufo and this also. It's good, yeah. Also my favorite one, this one, the two, and the truffle. Really good. От такой приятной дегустации, конечно, было тяжело отойти, но нам надо было идти дальше. После мы зашли в отдел агропродукции. Конечно, не очень нам было интересно эта вся картошка, морковка, пшеница и все такое,
Но само оформление, конечно, заслуживает внимания. Как это все красиво было выложено, за эту красоту респект. Ну и, конечно же, отдел с ножами мы не пропустили. Посмотрели, какие есть новинки. Обратили внимание, что цены довольно-таки такие же, как и в магазине. Поэтому почему бы и не купить, кому надо. Но одна из причин, по которой мы сюда пришли, конечно же, это животные. К некоторым можно даже подойти и погладить. Ребенок был в восторге. Также там была выставка лошадей. Она шла по программе. Между программами были паузы. Ну, понятное дело, мы попали на паузу. Мы не стали ждать продолжения и продолжили свой путь. Самое популярное пиво в Швейцарии. Мне кажется, туда надо идти вообще очень голодными, потом спасибо, чего кушаю. Как по мне, эту ярмарку стоит только посетить из-за аттракционов. Настолько их тут так много и они разные, что каждый найдет что-то под себя. Класс, да? Также было интересно выставка кованых барбекю. Это, конечно, и произведение искусства. Какие они были интересные, разные формы, разные животные. Даже немного проводили дегустации, как оно все работает. Ну и цены, конечно. Цены там не меньше 2000 и за 10 тысяч франков. Также были тандыры, довольно-таки интересные. Я думал, в стране в этой не пользуются они спросом. Оказывается, это не так. Также очень было много представлено садовой мебели, такие как столы, диваны, стулья. Как по мне, это было настолько много, что свадьбы 3-4 можно точно сыграть. Но нам она особо не была интересна, мы спешили в другое место. Нам нужно было срочно увидеть животных. Ну и первое, что хотелось бы сказать, насколько животные ухоженные. Аж приятно посмотреть. Все животные были идеально вычищены, вымыты. Очень приятно на них было смотреть. Они все были ухожены и накормлены. Были каждому имена. Вся информация про них была написана на табличках. Было очень красиво и интересно. Помаши им приветики, скажи, Селёнки. Приветики, помаши. Селёнку. Ребенку было интересно очень, что она махала всем приветики, некоторым даже по 2 раза. Она машет каждым новым животным. Привет! Хрюшки, привет! По 2 раза она никому не машет. Поздоровалась и достала. Да, как и Верочка. Мамкины магнитики, маленькие хрюшки, да?
Итак, после главной миссии животных у нас еще оставалось время, и мы решили пойти дальше посмотреть все, что не успели. Так как эту ярмарку нереально обойти, мы решили пойти в рандомном направлении. Итак, попали мы в зону радиоэлектроники. Там были экспонаты, которые очень были интересны. Ну, допустим, вот этот. Это маленькие дроны, которые следят за линией и следуют по ней. И при измене цвета линии он делает какие-то разные действия. Допустим, как танцует или что-то такое. Конечно, языковой барьер нам не позволял всего понять, что он нам говорит. Но принцип мы поняли и увидели, что этот дрон делает. Также очень понравилась роборука, которая сканирует по камере расположение вашей руки, ладони, анализирует пальцы и пытается повторить ваши движения кисти, руки. Ну, как по мне, она, видать, заморылась за столько время копировать, и что-то у нее не очень получалось. Ну, все равно интересная затея. Ну, как по мне, это не часто такое встретишь. Также очень интересно было, люди проводили мастер-классы, допустим, вот как тут мастер-класс по пайке. Дети могли посмотреть все бесплатно, как это все делается, как это держать, как этим пользоваться. Ну, как по мне, мне бы очень было интересно в таком возрасте об таком узнать. Также местная лотерея проводила розыгрыши, они были бесплатные, то есть человек мог подойти, просто взять участие, им возможно выиграть деньги или какие-то призы. Допустим, я зашел ради интереса попробовать и выиграл. Выиграл 10 франков. Прикольно. Ну что, Конфетки. конфета тоже хорошо. После таких выигрышей мы, конечно же, направились в сторону автомобильной выставки, потому как могли себе позволить все. Первая встречала нас Tesla. Конечно, я ожидал, что будет робот, думал, будет настоящий, но это оказался прототип, поэтому он был просто стоял. Ну, нам сказали, что в следующем году уже будет настоящим, выделят им. Поэтому мы пошли в сторону машин, рассматривать новую Tesla Model Y. Ну, конечно, внутри она отличная, как по мне, также и визуально, внешне. А на самом деле, что поменялось из старой версии на новую, но это внешний вид. Что-что, а внешний вид, конечно, крутой. Конечно, уйти и не посидеть в новой машине, это нам показалось неправильно, поэтому мы решили немножко себя ощутить в новой машине. В общем, всем понравилось. Даже Валерия присела, для нее тоже был автомобиль, ей тоже понравилось. Батя.
Левуха, куда едем? Будь у кого-то. Также были представлены такие маленькие автомобили, они электро. Ну, у нас в простонародье называют такие инвалидка. Я специально заглянул в них, чтобы посмотреть, что у них есть такого. Ну, обычный автомобиль такой маленький, на двоих, хотя там может и на троих. Навряд ли, мне кажется, на таких можно погонять. Ну, пару раз я такие на дороге, конечно, встречал. В основном на них передвигаются пожилые люди. Ну, не знаю, какой у них лимит скорости, но мне кажется, километров 50 они проедут. Цену, к сожалению, не могу сказать, цены не было. Кстати, буду благодарен всем, кто поставит лайки и напишет комментарии. Это поможет развитию моего канала. Алло. На этом наша прогулка по ярмарке БА 2025 подходила к концу. В принципе, мы остались довольны. Конечно, много на это надо времени. Мы туда пришли поздновато. Я думаю, надо приходить туда с утра и до самого вечера там находиться, гулять. Там очень много всего. К сожалению, не все получилось показать, так как мы не везде побывали, потому что это огроменная площадь. И все увидеть за один раз, это, мне кажется, нереально. Но я постарался показать там, где мы были. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Блин. Зато какой кадр красивый. И расстраиваемся.